Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео на психологическую тему. Называться оно будет так: «Как построить идеальные отношения». Очень популярный запрос на YouTube. Давайте в этом разберемся, поговорим. Я вам расскажу свое мнение по этому поводу. Кстати, напоминаю вам о том, что на моем канале есть рубрика, прекрасная рубрика «Разбор ваших историй». Поэтому, если вы хотите какое-то мое мнение именно по вашей ситуации, пишите мне в директ Инстаграма, и все разберем анонимно. Возможно, вам это тоже будет полезно и понравится. Итак, ребят, давайте разберемся, как построить идеальные отношения. Сейчас у нас в Инстаграме, на Ютубе полно всяких курсов, всяких психологов, коучей, которые вас учат строить идеальные отношения. И предполагается, что все знают, что такое идеальные отношения. Как будто бы, знаешь, есть какой-то алгоритм, который записан в какую-то большую книгу. Такая, знаешь, энциклопедия жизни. Открываешь, и там идеальные отношения. И вот есть определение, и все должны следовать этому стереотипу. И как бы предполагается, что все люди должны как-то себя примерить под эту концепцию и понять, ну, я нормальный, я идеальный, у меня идеальные отношения или нет. А может быть, я какой-то не такой, неправильный, наверное, со мной что-то не так, и погрузиться в чувство вины, и потерять свою самооценку. Ребят, давайте разберемся в этом поподробнее. Давайте я вам задам вопрос. Что рождается в ваших фантазиях, когда вы слышите фразу «идеальные отношения»? Я вам расскажу, что рождается у меня. Реклама зубной пасты. Или, знаете, вот у меня в доме есть магазин продуктовый, хороший. Туда заходишь, и там такие плакаты идеальных отношений. Красивая жена, блондинка, белозубая улыбка широкая. Рядом с ней муж, брюнет. Оба красивые, с идеальными чертами лица. У него тоже белоснежная улыбка. И рядом с ним двое детей. Обязательно мальчик и девочка. Такие же белокурые, такие же белозубые, голубоглазые. Вот, и все счастливы. Вот они, идеальные отношения, да? А ты, допустим, например, уже в возрасте. И ты каждый раз пытаешься себя сравнить с этой идеальной картинкой и чувствуешь, что ты какой-то не такой, что-то с тобой не так. Что для меня значит идеальные отношения? Для меня идеальные отношения – это отношения, в которых каждый человек счастлив. Если вы, например, девушка, женщина, или вы молодой человек, у вас, например, нет отношений пока, и вы озабочены вопросом, как вам найти отношения и как вам построить идеальные отношения. Вы должны понимать, что построить идеальные отношения и вообще какие бы то ни было отношения вы один никак не сможете. Для того, чтобы построить идеальные отношения, вам как минимум нужен партнер, который тоже хочет построить идеальные отношения. Прежде чем строить хорошие, здоровые, наполняющие, поддерживающие отношения, очень важно наличие двух взрослых, более-менее адекватных людей. Прежде чем что-то строить, нужно сначала разобраться в себе. Надо понять, кто я, какой я человек, что для меня идеал в отношениях. Потому что ведь, ребят, например, незрелая женщина за 30, которая до сих пор считает, что она маленькая девочка, и которая хочет от мужчины, чтобы он о ней заботился, вот как папа, содержал ее, приносил ей денежки, сюсюкался с ней, говорил: ах, ты сегодня грустная, давай я тебе поедем порадуем тебя чем-нибудь, купим тебе сапожки, купим тебе трусики, купим тебе косметику. Она чувствует себя слабой. Для нее идеальные отношения будут, если она найдет себе папика, возможно, мужчину старше ее, возможно, немножко созависимого, который будет с ней нянчиться, который будет готов на эти условия играть в эти игры. Да, вы скажете, это оба незрелые и нездоровые люди, но тем не менее, ребят, их отношения, если они совпадут как пазл, их отношения будут идеальные для них обоих. Каждый из них будет удовлетворять свои потребности, будет решать свои детские травмы. Она будет оставаться незрелой и будет без конца ныть, а он будет чувствовать себя значимым. Возможно, у него в детстве была мать-алкоголичка, да, или, возможно, у него была младшая сестра, с которой ему приходилось сидеть. Возможно, у него был жесткий отец, который его не любил и подорвал ему самооценку, и ему нужно как-то где-то, знаешь, найти себе партнера послабее для того, чтобы чувствовать свою значимость и заботиться, и сверх меры, и контролировать, да, этого партнера незрелого. И если эти люди встретятся, они совпадут как пазл, и для них их отношения будут идеальные. Один невроз встретится с другим неврозом, и у них все будет идеально. Возможно, окружающие люди будут их осуждать. Люди всегда будут осуждать, ребят.
но это не важно. Но эти люди будут счастливы, они будут удовлетворяться в этих отношениях. Либо женщина за 40, сильная, самодостаточная, классная, энергичная, которая сама зарабатывает, у нее все есть, квартиры, машины, она все себе может позволить, сексуальная, и она хочет себе, например, молодого, накачанного фитнес-инструктора, ребят, такое бывает, который ее на 16 лет моложе, на 15 лет моложе, мы с вами видим такие примеры в шоу-бизнесе. Вот первое, кто мне приходит на ум, это Лера Кудрявцева и ее муж. Люди все что угодно могут говорить, что она скоро состарится, что он ее бросит, что он найдет себе молодую. Ребят, вообще не факт. Потому что, возможно, он, ее муж, вот этот молодой фитнес-инструктор, там, спортсмен, возможно, он травмирован каким-то определенным образом, и, возможно, ему не нравятся молодые девушки, его ровесницы, возможно, ему нужна женщина сильная, может быть, он где-то в душе сам слабый человек, слабый мужчина. Возможно, у него какой-то Эдипов комплекс, который не нашел завершения, может быть, его соблазняла его мама. Мы не знаем, ребят. И такая женщина сильная, контролирующая, да, она боится быть слабой, она боится довериться, у нее есть на то свои причины, которые идут из детства. И она точно знает, что вот она хочет молодого, который будет, например, ей подчинен, который будет в ее власти, и он будет красивый, сексуальный, она не хочет встречаться с ровесниками. И для этих людей, если они нашли друг друга, и у них у каждого есть своя причина из детства, которая их заставляет выбирать таких партнеров, они сходятся как пазл, и эти отношения будут идеальными, ребят. Для обоих каждый будет получать то, что он хочет. Этот фитнес-инструктор будет получать деньги, будет получать аплодисменты, комплименты, он будет чувствовать себя красивой, красивым бриллиантом, а женщина будет чувствовать свою власть, чувствовать свою силу, будет главной в этих отношениях, с ней никто не будет конкурировать, ей никто не будет указывать, что она должна делать, и ее это вполне устраивает. И все счастливы, ребят, идеальные отношения, идеальные отношения. К чему я это все веду? Прежде чем строить какие бы то ни было отношения, нужно разобрать в своей голове, что мое, а что навязанное мне извне. Где стереотипы, а где моя истинная потребность, где моя истинная душа, какой я на самом деле, что я хочу на самом деле, независимо от того, что говорит мне общество. И в этом, конечно, может помочь психотерапия, поэтому если ищете психолога, обращайтесь, пишите, записывайтесь через директ Инстаграма на консультацию. Этот процесс не быстрый, но этот процесс, безусловно, способен привести человека к счастливой жизни. Вот, например, давайте возьмем меня, на моем примере разберем. У меня, конечно, в голове были раньше стереотипы, какая должна быть идеальная семья, какие должны быть идеальные отношения. Нужно выйти замуж один раз и на всю жизнь, прожить всю жизнь с одним мужчиной, родить детей, естественно, в браке, спать вместе в одной постели, жить в одной квартире, иметь совместное хозяйство. Вот такая классическая модель семьи. Я сейчас ничего не хочу сказать о том, что это как-то плохо. Это идеально, это прекрасно, и многим людям подходит идеальная модель семьи, например. Но вот когда я была в таком браке, я не могу сказать, что я была счастлива. Меня это все давило, мне было некомфортно в таких отношениях. Но ведь общество говорит, что нужно так, меня научили, что нужно так. И то есть я принимала чужие стереотипы за свои собственные. Мне казалось, что я должна жить так. И если я несчастлива, я должна себя заставлять жить так, потому что так правильно. И потом, после нескольких лет психотерапии, там, познания себя, что для меня хорошо, да, что мне вот нужно, я пришла к гостевому браку. И сейчас во втором браке я живу в разных квартирах. И для меня это идеальные отношения. Просто на 100% идеальные. Для кого-то это вообще не отношения и не семья. И у меня в видео про гостевой брак очень много таких комментариев, что это не семья, какая-то лажа. Так вот, ребят, прежде чем подходить к отношениям, нужно понять, кто я, что для меня будет хорошо. Нужно простить себя за то, что вы хотите вот жить так, как вы хотите. Не чувствовать за это вину, принять. То есть принять себя таким, какой я есть. И понять, что я на самом деле бы хотел, как выглядели бы для меня идеальные отношения. Поэтому, ребят, если у вас есть этот вопрос, и у вас нет денег на психотерапевта, вы можете это сделать сами. Возьмите листок бумаги, ручку, тетрадку, сядьте и попробуйте прописать, как вы видите идеальные отношения для себя. Какой должен быть мужчина,
Как вы хотите, чтобы он к вам относился, чтобы что он для вас делал, что для вас будет эквивалентом любви, какой для вас язык любви, то есть что вы хотите, чтобы это было сексуально, либо чтобы это было про деньги, либо чтобы это было про отцовскую заботу, либо вы хотите, чтобы это был ваш друг, партнер, парень, с которым вы будете вместе тусоваться, что для вас главное? Возможно, этот вопрос будет сложный, потому что, когда вы себе его зададите, у вас полезут стереотипы, прям из головы, которые вы где-то когда-то слышали. Ну, знаете, вот эти: мужчина должен уметь меня рассмешить, там, например, ну, как вариант. Либо это для вас на самом деле важно. Попробуйте, покопайте в себя, разберитесь. И когда вы поймете, что для вас будет идеально, тогда у вас будет четкое понимание, что вы будете искать и что вы будете дальше строить. То же самое и касается мужчин. Вы хотите просто жену, которая будет вести домашнее хозяйство, рожать детей, а вы тем временем будете где-то гулять, вести свою жизнь, жить своей жизнью, ну просто содержать. Вот это все. Будешь переступать порог, придя с работы или с тусовки, переступил порог, а тебя жена уже встречает, она тебе еду готовит, она тебе на стол накрывает. Ты знаешь, такая обволакивающая теплая атмосфера дома. Может быть, для тебя это будет идеально. Который будет прощать измены, не смотреть в твой телефон. Ребят, кроме шуток, такое бывает. Бывают женщины, которые просто мечтают о такой семье. И они готовы закрывать глаза, они убеждены, что все мужчины изменяют, и самое главное – это семья, чтобы он был в доме, чтобы он в семью приходил, деньги приносил. Такое бывает, и для таких женщин это идеально. Каждой твари по паре ты всегда найдешь себе партнера, который будет разделять с тобой твои интересы. Но прежде ты должен сам понять, какие твои интересы, что ты хочешь. Либо ты, например, если ты мужчина, может быть, ты хочешь, наоборот, женщину-партнера, с которой вы будете вместе отдыхать, вместе тусоваться, вместе гулять, смотреть вечером фильмы, сериалы, с которой есть о чем поговорить. Возможно, ты этого хочешь. И тогда ты найдешь себе идеальную женщину, такую, как ты хочешь. Либо ты хочешь, чтобы она была какая-то сексуальная такая, знаешь, у меня есть один друг знакомый, он как-то раз написал в Инстаграме, я, говорит, мечтаю сидеть в кафе, чтобы рядом со мной сидела молодая, с накачанными губами, с глупыми глазами, с нарощенными ресницами девочка, которая бы просто хлопала глазами и говорила мне: «Зай, зай». Я, говорит, мечтаю об этом, для меня это идеально. Ребят, у каждого свое идеально. Универсального алгоритма, как построить идеальные отношения, не будет, потому что его не существует. Каждый отдельный человек может построить идеальные отношения только для себя самого. Вот, ребят, такая у нас сегодня интересная тема. Что думаете по этому поводу? Замечали ли вы в себе какие-то стереотипы? Как вы живете? Так, как вам сердце подсказывает, как вам ваша душа подсказывает? Либо вы стараетесь следовать навязанным стереотипам из социума? Как вы себя чувствуете при этом, хорошо или плохо? Можете ли вы сказать, что вы счастливы и вы построили идеальные отношения для себя, или вас что-то в этом не устраивает? Кстати, ребят, надо еще заметить, что все равно в любых, каких бы то ни было идеальных отношениях, все равно бывают конфликты и ссоры. То есть это нормально, но есть какие-то основополагающие вещи, а именно ценности, которые разделяешь ты и твой партнер. И вот если эти ценности совпадают у вас, вы смотрите одинаково на эту жизнь, вы будете счастливы в любом случае друг с другом. Если понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Я вас прошу, умоляю, поставьте лайк. Это помогает продвижению моего видео и моего канала. Пишите ваши истории на разбор в директ Инстаграма. А также скоро будет доступна кнопка спонсорства на моем канале. Начинаться она будет, скорее всего, от 99 рублей. Цена чашки кофе, в общем, не так-то много. Поэтому, ребят, если вы готовы спонсировать мой канал, поддерживать, ждите и оформляйте спонсорскую подписку. А также мой канал можно поддержать любым другим способом. Все ссылки в описании под этим видео. Будьте счастливы, пусть у вас все будет хорошо. Желаю вам познать себя, отбросить стереотипы. Желаю вам перестать смотреть на то, как оценивают вас другие люди. Желаю вам разрешить себе, наконец, быть счастливым так, как именно вы этого хотите, невзирая на общественное мнение. И пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас все будет хорошо. Пока.